Добрый вечер, дорогие друзья! За последние 2 недели пропаганда России начала сходить с ума и все сильнее и сильнее рассказывает своему населению о том, что Казахстан – это ее территория. Если раньше они говорили, что нам нужен только Северный Казахстан, там живут русскоязычные, то последнюю неделю и вчера они рассказывают, что Казахстан – это как и Татарстан, и как Башкирстан должны быть в составе Российской Федерации. И льют это даже на государственных каналах. Давайте это обсудим. Беларусь, Украина, Грузия, Молдавия. В наших рядах пополнения. Скоро будет свободный Казахстан. Конституцию, вон, казахскую конституцию с территории Казахстана. И казахские законы с территории Казахстана. Народ здесь ни при чем. И в этом плане этнические казахи являются такими же коренными жителями Российской Федерации, РСФСР, как и этнические славяне. Когда на Украину осуществлялась в 2014 году полномасштабная агрессия, Путин впервые произнес, войдя в кураж по захвату соседних территорий, что такой страны, как Казахстан, никогда не было, ее придумал Назарбаев, молодец, что он ее построил. А уже этим летом он уже с очень таким жесточайшим лицом, давая интервью каналу РТР, сказал, что все страны должны вернуть подарки русского народа и тому подобное. Все повозмущались. А Казахстан тем временем признавал Крым и говорил, все, что они говорят, это не относится к Казахстану, это относится только к Украине. После этого начались нежные разговоры. Северный Казахстан, там русские, Северный Казахстан, там русские. Казахстан уже напрягся. Потому что, судя по всему, после Молдавии, Грузии, Украины на очереди военной агрессии будет Казахстан. Потому что когда Федоров прокукарекал 2 недели назад вот это. Вы тут нищеброды арендовали у нас квартиру. Потом вы решили с нами поссориться. Проваливайте с нашей квартиры, из города Видного. Логично? Я тогда не прокомментировал этот выпад, потому что я вставлял его в вставки все, что он говорит про Украину, и все, что он говорит про Беларусь. Какую область должна отдать Беларусь. Но он тоже говорит, что Беларусь это область какая-то России, и она просто должна войти в состав, и все. Но когда это уже сейчас вышло на телеканале ОРТ, и второй депутат Госдумы от правящей элиты начинает рассказывать о Казахстане вот это. Казахстана просто не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен, и так далее. Они существовали, да, они существовали гораздо южнее, и, собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России, Советского Союза, там, ну и так далее. То я решил это все же прокомментировать. Я вообще, меня просили казахи, я готовил видео про диктатора Назарбаева, который единственный из всех постсоветских стран принял эстафету от коммунизма и был там главой Казахской ССР и стал нежно президентом. Есть очень крутые видео, как мафия Назарбаева грабит свою страну. У него только недвижимости, уже официально опубликованной по всему миру, на 800 миллионов долларов. И там полностью клановый строй, кум, брат, сват, тесть, зять.
и тому подобное. Я обязательно сделаю выпуск и сделаю стрим с какими-то свободными людьми с Казахстана. Давайте перейдем к этому. После ОРТ начинается дипломатический скандал. Казахстан говорит: ой-ой-ой, что это такое? И это можно было бы все опустить, что это депутаты-придурки, но уже начинаешь понимать, как начинают обрабатывать людей. Украина это проходила. Каждый день начинаются новости, посвященные Казахстану. И в российский эфир они забрасываются. Пусть это говорит там с какого-то одного рупора Ютуба, но его вырезают и распространяют по сети, чтобы людям, русским уже внушать. У Путина и кооператива «Озеро» они ж ничего не могут дать своим жителям. Они ж все забирают себе и качают все недра себе. Все, что они могут дать, мы империя, а империи что надо? Захватывать новые земли. Без этого они не могут дышать. И судя по всему, вот как 2008 Грузия, 2014 Украина, считайте 6-7 лет, к 2021 году готовится Казахстан. Может, там сделают, как с Крымом, съедят север, дальше введут войска, а там куда дойдут, туда дойдут. Но это так кто-то размышлял. То теперь вся пропаганда переходит на то, что они обсуждают, как надо включить Казахстан в состав Российской Федерации. Давайте начнем по порядку. Пропаганда начала защищать этого депутата Никонова. В лице, естественно, Федорова. Ну, вообще-то говоря, Никонов ничего не сказал нового, кроме того, что до этого говорил Путин. Только Путин не называл Казахстан как субъект подарка. Ну, понятно, что там и Украина, и даже был какой-то комментарий от какого-то чиновника в Казахстане, что Путин имел в виду, Украину. Почему чиновник в Казахстане за Путина решает, что Путин имеет в виду, я не знаю. Ну что, чиновники Казахстана дограбили свою страну, и за вами придет русский мир. Конкретно имеется в виду территория Казахстана. Идем дальше. А вот когда официальный орган Казахстана заявляет: а мы никаких подарков не помним. Это вообще не подарок, это мы у вас отняли. Ах, если вы у нас отняли, а тут либо подарок, либо отняли, да? Тогда давайте с вами разговаривать по-другому. Другим языком, ребята, казахстанцы. Понимаете, одно дело добрый русский человек вам подарил, и вы это цените и дружите с ним, а другое дело, что вы взяли и плюнули, как в данном случае сделал МИД Казахстана. Ну тогда... Ну я даже не буду искать, что ответил МИД Казахстана. Я думаю, наши подписчики с Казахстана поправят, но я не думаю, что они сказали: мы у вас, Россия, это отняли. Но здесь идет четкая манипуляция для своих зомби русского мира. Идет уже, видите, накрутка. Ага, противостояние. Они там хотят сказать, что они у России что-то отнимут. Да мы сейчас у вас все отнимем сами. То есть уже начинают сталкивать людей психологически лбами и настраивать, кто тут бросил перчатку русскому миру. Понимаете, вот когда мы поднимаем вопросы возврата территории и восстановления незаконных решений 1991 года, на самом деле у нас ограничение только одно. Моральное ограничение. То есть вроде друзья, вроде ссориться с ними нехорошо. Ну правильно. Но если оказывается вы не друзья и наши подарки не цените, так вы нам руки развязываете, ребята. То есть последний аргумент морального плана упал после заявления казахского МИДа. Понимаете, вот эта фраза «ограничения моральные», я думаю, на примере Грузии, Украины, поддержки диктатора Беларусь, все уже здравомыслящие люди видят. Никаких моральных ограничений нету. В случае чего трусы синие постираем. Тут я, считайте, запикал сам себя внутри.
Вот в данном случае Казахстан арендовал у Советского Союза территорию, в конкретном количестве этой территории, случайным образом 100% своей территории. Но это как бы уже детали процесса. Вот так вот. Все начинается аккуратно и издалека обрабатывается и смотрится реакция. Теперь уже никого не интересует Северный Казахстан. Уже интересует 100% территории. Потому что ж Назарбаев воровал много, и он на крючке очень-очень хорошем. И вся его семья тоже. Либо тебя посадят на Западе, либо у тебя все отберет Россия. Пора сдавать свою страну, Назарбаев. Хотите уходить, товарищ Назарбаев, Токаев, МИД? Ну, хорошо. Берите чемоданчики, отдавайте территорию, город Верный, Алма-Ата и все остальное, и уходите. Они скажут, а у нас не остается территории, куда уйти, а мы-то здесь... Это они поливали всю прошлую неделю. Но только что я увидел свежее видео, где, назовем так, путинская интеграция углубляется. Сейчас я вам покажу, что они начинают рассказывать со вчера. Казахстан и казахи – это те же буряты, калмыки в составе Российской Федерации. Они обратно получают гражданство Российской Федерации, то есть они не исчезают в космос, они становятся гражданами Российской Федерации, каковыми они были до 1936 года. Добро пожаловать! Сейчас он будет вас очень нежно пока приглашать. Но Казахстан уже опускается в 1936 год. Кстати, 37-38 знаменательные года. Вас пока чуть-чуть ниже опускают. Правилами учреждения Советского Союза. Таким образом, фактически, мои слова звучат. Граждане Казахстана, приглашаю вас быть гражданами Российской Федерации. Если мы говорим о гражданах, проживающих на этой территории. Если мы говорим о территориальном аспекте, то приглашаю вас войти в состав Российской Федерации, обратно вернуться, вернее, как субъект Российской Федерации. Пока нежно. В начале видео он приглашает. Вот. Потом он целый час рассказывает, почему законы неправильные, Советский Союз не распался, что сейчас реанимируют все документы, что есть документы только о создании СНГ и документы о распуске там Верховного Совета СССР и тому подобное. Советский Союз не распался. Поэтому сейчас они прилагают все усилия, чтобы восстановить границы 1945 года. Дальше интереснее. Что вот Казахстану принадлежало Оренбург. Нет, товарищи. Казахстан весь был субъектом Российской Федерации со столицей в Оренбурге. Соответственно, не Казахстану принадлежал Оренбург, а России, Оренбург и Алма-Ата, и Кызылорда, и все остальное принадлежало Российской Федерации, РСФСР. А вот эти все части были субъектом Российской Федерации со столицей в Оренбурге. Казахи, напишите, что у вас там происходит. Но это ж уже все. У вас не Северный Казахстан. Вас уже планомерно и зеленых человечков в России на уроках политинформации уже начинают обрабатывать. Казахстан, это там Татарстан, Башкиртостан. Вы в составе Путина и кооператива Озеро уже. По границам уже какого там они вас присоединяют по 36-му, но хотят строить Советский Союз по границам 45-го. И в этом плане этнические казахи являются такими же коренными жителями Российской Федерации, РСФСР, как и этнические славяне. То есть в этом плане никакой разницы нет. Все это русская нация. Друзья, если вам было интересно, подпишитесь и прокомментируйте свое мнение. Вы знаете, я читаю абсолютно все комментарии и вступаю в дискуссии. Живе Беларусь! Слава Украине!
Россия без Путина. Алга Казахстан. Олга Узбекистан. Вива Испания. Хороших людей больше. И очень классно, что мы здесь на канале объединяемся. Потому что Путин больной на голову Гитлер. Пока.